Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке будем вязать вот такие рельефные мотивы крючком. Данный мотив, он размером 7 сантиметров. Вот как выглядит изнаночная сторона. Они вот такие, такой массивный рельефный цветок. Из таких мотивов вяжут модные кардиганы. Можно связать плед, да в принципе все что угодно. Все подробно расскажу и покажу в данном видеоуроке. Итак, приступаем. Итак, вязать буду из пряжи Ярнар джинс. Использовать вот таких 3 цвета. Цветочек беленький, он тоже связан из такой же пряжи. Только цветок здесь у меня будет розовый, а там он белый. И в работе буду использовать крючок номер 2,5. Итак, изначально делаем кольцо. Провязываем первый столбик с накидом. Я его провязываю таким вот образом. Вы же можете, если у вас не получается, либо не хотите, просто 3 воздушные петли. Далее в кольцо мы еще провязываем 15 столбиков с одним накидом. Итого вместе с первым столбиком должно быть 16. Итак, смотрите, у нас должно быть 16 столбиков с одним накидом. Так, стянули наше кольцо. Хорошо стянули. И находим петлю, которая между первым и вторым столбиком. Не вершину первого столбика, а петля, которая между первым и вторым. И соединительной петлей вот так вот мы закрыли первый ряд. Далее провязываем воздушную петлю и столбик без накида вот сюда, куда у нас была петля соединения, то есть сюда же, в том же месте. 3 воздушные петли. Одну петлю пропускаем, через одну мы провязываем столбик без накида. Снова 3 воздушные петли, одну пропускаем, столбик без накида. Раз, два, три. Таким образом у нас должно получиться 8 арок. Итак, провязываем последнюю 8-ю арку из 3 воздушных петель. И вот здесь, где мы начинали вязание второго ряда, соединительной петлей мы закрываем ряд. Итак, далее переходим к вязанию лепестков. Соединительной петлей идем в арку, воздушная петля, столбик без накида. В следующую арку мы провязываем 6 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6. Чередуем арки. В следующую арку мы просто столбик без накида вяжем. А в следующую мы снова провязываем 6 столбиков с одним накидом. 3, 4, 5, 6. Следующую арку столбик без накида. Довязываем до конца, это 3-й ряд, чередуя арки. Итак, смотрите, у вас должно получиться вот таких 4 лепестка. И где мы начинали вязать этот ряд, соединительной петлей вот так вот закрыли ряд. Вот у вас 4 лепесточка. Далее вытягиваем, провязываем воздушную петлю. И мы спускаемся, вот так вот разворачиваем вязание. Захватываем, провязываем столбик без накида за вот эти арки. Не за арки, а вот эти столбики. Провязываем 1, 2, 3 воздушные петли. И вот так вот за каждый столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. То есть мы снова делаем 8 арок. 1, 2, 3. Столбик без накида. Довязываем последнюю арку. 1, 2, 3.
вот здесь мы ее фиксируем соединительной петлей. То есть, смотрите, получается вот так вот с изнанки у вас снова 8 арок. Так, делаем воздушную петлю, разворачиваем наше вязание. Вот, развернули на лицевую сторону и провязываем в арку 1 столбик с накидом, 5 столбиков с 2 накидами. У нас уже такие более пышные, более большие лепестки. Раз, два, три, 4, 5. И сюда же в эту арку 1 столбик с 1 накидом. Вот такие у нас лепестки. В следующую арку мы провязываем столбик без накида. Снова мы чередуем через арки, но смотрите, чтобы у вас вот этот вот лепесточек, он приходился на как бы серединку от 2 лепестков предыдущего ряда. Так, в следующую арку у нас снова столбик с 1 накидом, 5 столбиков с 2 накидами. То есть у нас здесь должно получиться 4 вот таких лепестка, так как мы чередуем арки. Так, 3, 4, 5 столбиков с 2 накидами, как я вам и говорила, 1 столбик с 1 накидом. В начале и в конце. В следующую арку просто столбик без накида. Вяжем вот этот второй ряд лепестков. Итак, довязываем второй ряд лепестков. Я провязала 4-й лепесток. В следующую арку я провязываю столбик без накида, и вот так вот соединительной петлей мы опять же вот соединительной петлей все, мы закрываем этот ряд. Делаем раз, два, 2 воздушные петли и спускаемся снова в эти вот наши арки. Столбик без накида, раз, два, 3 воздушные петли, то есть мы опять с изнанки провязываем ряд арок. Арок снова у нас будет 8. Вот так вот провязываем. Раз, два, 3. И вот здесь мы фиксируем. Довязывайте до конца ряда, я дальше расскажу, что делать. Так, я довязываю 8-ю арку, 3 воздушные петли. И вот здесь, где мы начинали вязать, все, у нас 8 арок. Разворачиваем наше вязание, провязываем воздушную петлю, идем в арку, провязываем столбик без накида, далее столбик с 1 накидом, 5 столбиков с 2 накидами, раз, два, 3, 4, 5. Столбик с 1 накидом и столбик без накида. Это все в одну арку. Вот такие пышные лепестки. И причем сейчас мы провязываем каждую арку. То есть, еще раз повторю, столбик без накида, столбик с 1 накидом, 5 столбиков с 2 накидами. Раз, два, 3, 4, 5. И сюда же еще столбик с 1 накидом и столбик без накида. Вот таким образом провязываем 8 лепестков. Итак, смотрите, мы связали 3-й ряд лепестков. Посчитайте, у вас их должно быть получиться 8.
Вот здесь в начале самом, где начинали этот ряд лепестков, делаем 2 воздушные петли. Вот такой у нас получился цветочек. Смотрите, лепестки расправили. Вот такая красота. Спускаемся вниз. И сейчас нам надо сделать арки для другого цвета. Уже будем зеленым вязать. Так, арки делаем из 4 воздушных петель. 3, 4. Опять же, точно так же провязываем. 1, 2, 3, 4. 8 арок у вас должно получиться. Смотрите, у вас должно получиться 8 арок. Так, закрываем мы последнюю арку и обрезаем нить. Все, соединительной петлей закрыли, зафиксировали и обрезали нить. Далее переходим на другой цвет. Вот какой у нас цветочек, и мы переходим на зеленый цвет. Так, смотрите, завязываем узелок и формируем первый столбик с одним накидом. Сделали вот так вот накид. И теперь в любую арку идем, да, и провязываем. Так, сейчас упал наш цветочек. И провязываем первый столбик с одним накидом. У меня вот он такой. Сюда же в эту арку провязываем второй столбик с накидом, третий столбик с одним накидом. В следующую арку мы провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Так, из следующей арки мы формируем угол, то есть мы сюда провязываем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом, все под одну арку. Так, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Следующая арка просто 3 столбика с одним накидом. 2, 3. Следующее это снова угол. 3 столбика, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. 2, 3, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И вот таким образом чередуем. 1, 2, 3. Итак, и довязываем. Вот мы в этой арке начинали вязать половину угла. Мы ее довязываем. Мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Воздушная петля, делаем накид. И в вершину первого столбика 3 петли вместе мы провязали. Все, мы закрыли этот ряд. Вот, проверьте, чтобы у вас тоже было так. То есть угол в одной арке, в следующей арке просто 3 столбика с одним накидом. Далее воздушная петля, петлю вытягиваем и формируем первый столбик с одним накидом. Также сюда провязываем второй столбик и третий столбик, не довязываем, и вводим новый цвет. Вот таким вот образом. Зеленый введем. Так, хвостики зеленый цвет введем в вязание, да. И далее в арку мы провязываем 3 столбика с одним накидом бежевого цвета. 1. Ввязывая нить зеленого цвета и заодно хвостик от этого бежевого. 3. В следующую арку мы тоже провязываем 3 столбика бежевого цвета. 1,
2, 3. Вот этот хвостик можно обрезать. Так, чтобы он нам не мешал. Так. Далее последнюю петельку мы распускаем и снова меняем цвет на зеленый, а бежевый введем далее в работе, он нам еще пригодится. Так, угол мы делаем 3 столбика с накидом, раз, зеленым мы делаем угол, 2, 3, 2 воздушные петли, раз, 2, 3. Закрываем бежевым. Вот эти вот промежутки у нас они бежевого цвета. Зеленую нить ведем. Раз, 2. Ну, то есть делаем точно так же, как здесь. Уголки провязываем зелененькими, меняя нить. Итак, довязываем вот этот ряд, в который уже у нас идет обвязка. Смотрите, начинали мы с угла. Вот у нас было связано 3 столбика с накидом. И мы довязываем здесь угол. Бежевую нить ведем. Довязываем сюда. Раз, 2, 3. Остается нам еще 2 воздушные петли связать. Раз, 2. Бежевая нить у нас здесь, никуда мы ее не девали. И в вершину первого столбика вот так вот соединительной петлей. Здесь у нас не видно будет, поэтому мы закрываем ряд таким образом. Зеленую нить обрезаем. Остается у нас только бежевая. Хвостик вытягиваем, все, хвостик сейчас будем ввязывать. Смотрите, вот у нас бежевая, и мы вяжем последний ряд. Я захожу под эту петлю и так воздушная петля, и сюда же провязываю столбик без накида. Далее в арку я провязываю столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. И далее под каждую косичку мы провязываем столбики без накида. В углу мы провяжем точно так же, как этот угол у нас был провязан. Хвостик вот заодно увязываю. Под каждую косичку мы провязываем. Дошли до угла, опять же мы провязали столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. И снова под каждую косичку делаем обвязку. Обвязываем каждую сторону. И просто делаем красивую петлю. С изнанки заходим, вытянули, перемычка полупетля. Так, перемычка полупетля. Вот таким вот образом все спрятали. Вот каждый край у нас получились красивые косички без каких-либо уголков. Для дальнейшего красивого соединения мотивов полотно. Итак, смотрите, какие получились у меня красивые мотивы с таким рельефным цветком. Вот я еще вязала вот такой беленький. Какой нравится больше, пишите в комментариях.
Вот такие красивые мотивы. Как соединять их в одно полотно, у меня есть несколько видеоуроков на канале. Я оставлю ссылки в описании под данным роликом. Соединить можно либо в сумку, либо в плед, либо в кардиган, либо сделать наволочку на подушку, что угодно, в принципе, как все, что можно сделать с квадратиков, с бабушкиных квадратов.